В сегодняшнем видео мы будем прошивать Amazon Kindle, электронную книжку, на самую новую прошивку. Давайте мы сейчас включим интернет и проверим прошивку. Обратите внимание, что перед обновлением необходимо устройство, естественно, зарядить, желательно до 100%. У меня 98%, этого достаточно. Итак, давайте мы сейчас зайдем в настройки. Параметры устройства. И посмотрим информацию об устройстве. Итак, значит, модель у меня Kindle Paperwhite Signature Edition 11 поколение. Прошивка, вот версия прошивки, на данный момент Kindle 5.18.1. И в скобках это сборка готовой финальной прошивки. Почему я записываю это видео? Дело в том, что я знаю, что на официальном сайте существует новая прошивка уже версии 5.18.2, но по каким-то причинам, значит, если мы попытаемся обновить прошивку, вот так вот сделать, Kindle нам сообщает, что в данный момент у нас установлена последняя версия программного обеспечения 5.18.1, что не является правдой. Бывает так, что новая прошивка, она появляется по воздуху, но только спустя какое-то время, например, 2 недели, может быть месяц, может быть 2, и в зависимости, в общем, от региона, где вы находитесь. Вот. Но если вы хотите уже обновить прошивку сейчас, когда она вышла, то как раз это видео поможет вам разобраться, каким образом это работает. Вот видите, еще раз. Ваш Kindle обновлен. Обновление работает очень просто. Нам необходимо достать дата-кабель, подключить его в само устройство. Так. И другой конец подключить к компьютеру. Отлично, режим USB накопителя подключен. В моем случае я показываю на Windows 11, и как мы можем видеть, у нас появилось вот такое окно. Это корневая папка Kindle. Мы можем посмотреть его здесь еще раз. Так, где у меня мой компьютер? Вот он. Это мои жесткие диски. И здесь видно, что свободного места 27 гигабайт. Давайте мы ее свернем. Вот так вниз. Теперь открываем браузер. И вписываем Kindle Software Update. Заранее ссылку я оставлю в описании, чтобы вы не искали, но можно таким образом найти, значит, эту ссылку. Итак, так как у меня мой Kindle Paperwhite 11 поколения, я скачиваю нужную прошивку вот здесь. Так, где он у нас? Вот, Kindle Paperwhite 11 поколения. Сайт на немецком языке, можно его перевести на русский, делайте как вам удобнее. Нажимаем «Скачать». И здесь у нас видно, что прошивка 15.18.2, как я и говорил. Все, прошивка у нас скачивается. Размер прошивки 346 мегабайт, поэтому дожидаемся полного скачивания. И сейчас мы ее скопируем в само устройство Kindle для дальнейшего обновления. Прекрасно, прошивка у нас скачалась. Закрываем диалоговое окно, сворачиваем вниз и переходим к нашему Kindle. Теперь просто берем вот так вот, переносим этот файл в наш Kindle, и файл копируется. Дожидаемся, пока он скопируется, и потом покажу, что делать дальше. Наш файл успешно скопировался, и теперь мы переходим к самому устройству и нажимаем в системе Windows «Выгрузить Kindle». У меня называется Internal Storage Auswerfen по-немецки. Нажимаем Auswerfen. Система выгружает наш Kindle, и мы переходим снова к настройкам нашего Kindle. Теперь давайте еще раз перепроверим обновление. И как мы можем видеть, доступна новая версия прошивки Kindle.
Для вашего устройства доступна новая версия программного обеспечения. Установка займет несколько минут. Нажимаем «Обновить» и наблюдаем за процессом обновления нашего Kindle. Все просто и элементарно. Выполняется перезапуск Kindle. В это время мы ничего не делаем. Кабель у нас остается подключен к компьютеру для того, чтобы Kindle во время обновления заряжался. И просто наблюдаем за процессом. Установка обновления. По окончании установки Kindle перезапустится. Не выключайте устройство во время установки. Наш Kindle успешно обновился, но так как он подключен к компьютеру, его нужно снова безопасно извлечь. Нажимаем Windows «Извлечь», как мы делали это в самом начале. И сейчас мы переходим снова к рабочему столу, к домашнему экрану нашего Kindle. Итак, давайте мы сейчас зайдем в настройки, параметры устройства, информацию об устройстве. И перепроверяем нашу прошивку. Версия прошивки Kindle 5.18.2 и в скобках сборка прошивки. Все, у нас установилось, все замечательно. Ну и давайте еще раз попробуем перепроверить прошивку. Да, все, ваш Kindle обновлен. Таким образом, это работает. Если у вас не приходит по воздуху прошивка, вы можете всегда обновить ваш Kindle вручную, как мы сделали в этом видео. Всех благодарю за внимание, надеюсь, видео было полезным. До новых встреч!